Вы знаете, я имею совершенно диаметральную точку зрения, в отличие от моего будущего коллеги, если вы так распорядитесь. Дело в том, что 10 министров из 20 в правительстве Яценюка так или иначе имели отношение к Соединенным Штатам Америки. Начиная от Ереськи и заканчивая всеми остальными. Да? Те, кто даже был литовцами или грузинами, так или иначе относятся к Соединенным Штатам, поскольку либо проходили там обучение, либо долгое время там работали. Что такое внешнее управление? Внешнее управление – это когда мы теряем собственный суверенитет. Когда международные организации, в частности Международный валютный фонд, диктует нам внутреннюю политику. Какие реформы принимать, в каких отраслях. Они их одобряют, и ни один из наших министров этого не скрывал. Что сделала Ереська? Ереська сделала незаметную вещь, за которую проголосовала, к сожалению, половина парламента и тех, кто считают себя оппозицией. Она подписала договор о реструктуризации задолженности. Нам дали отсрочку по оплате 3 миллиардов долларов, и теперь при росте ВВП больше 4% мы будем отдавать до конца 2040 года часть прироста. Это могут быть сотни миллиардов, если мы будем расти в этом периоде до уровня ВВП 2013 года, так называемой злочинной влады. Примеров внешнего управления можно приводить масса. Но если вы вспомните Ирак, Афганистан, Гуантанамо, Гранаду и так далее, то вам это не понравится. Результат внешнего управления – это когда власть отстаивает интересы не собственного народа, а тех, кто их посадил в эти кресла. И если вы вспомните 2013 год, огромное количество американских политиков и утверждение потом одного из ведущих, да, представителей Госдепа о том, что на установление демократии в Украине потрачены миллиарды долларов. Что они получили? Они получили в ручное управление страну и, не давая, по сути, нам ни копейки, давая взаймы под определенные условия, заставляют нас действовать в интересах своего государства. Для Штата это неплохо, для нас это губительно. Результатом этого управления за 4 года 9 миллионов мигрантов трудовых, война на территории Украины и полная бесперспективность. Реформы, которые они проводят, и реформами не являются. Просто они, оправдывая свое вмешательство, прикрываются высшими целями. Вы видите, что противоречие с Конституцией: медицина становится платной, образование становится более плохим, рабочие места сокращаются, энергоресурсы дорожают, уровень жизни падает. Потому что, еще раз говорю, целью является преследование своих интересов, а не нашей страны.